Огромная столешница, в которой залиты кружки, кофе и турка, несколько ведер эпоксидки, гигантский спил горного тополя, и все это в небольшом видео. Приятного просмотра. Еще там будет нарезание квадратных квадратиков. В качестве главного героя сегодня у нас вот такой огромный спил горного тополя. После обработки он выглядит просто фантастически, в чем вы сможете убедиться. И тут наглядно понятно, почему же я выбрал ЧПУ именно с таким полем работы. Теперь предстоит откалибровать его. Для этих целей идеально подходит вот такая фреза от CMT. Как вы видите, лезвия у нее сменные, что очень облегчает жизнь. И после того, как вы обнаружите несколько гвоздей при помощи фрезы, вам не придется выкидывать дорогущую фрезу. Достаточно просто поменять или даже повернуть лезвие, что, кстати, совсем недавно мы и сделали. После сушки этот слэп хорошенько выкрутило, поэтому местами пришлось сгонять толщину до 3 см. И так проход за проходом, сантиметр за сантиметром. А пока станок калибрует слэп, я подготавливаю опалубку. В основании лежит ламинированная фанера, которую я хорошенько обрабатываю разделительным составом. Это воск в спрее. Очень удобная штука, правда есть один минус. Он заканчивается. Бортики также сделаны из фанеры, которую предварительно проклеили скотчем и прикрепили к таким уголкам, так как объем смолы будет очень большой, и этот объем надо удержать. После все стыки были хорошенько промазаны герметиком. Опалубка сделана точно в размер заготовки и выглядит вот так. В итоге это будет остров в бургерной, который каждый из вас может посмотреть вживую, при желании. Адрес заведения я опубликую немного позже, а именно во второй серии этого проекта. Для того, чтобы сделать столешницу поинтересней и удивить посетителей, было решено отдекорировать ее в кофейной тематике, поскольку бургеры заливать в смолу мы не решились. Именно поэтому мы и разрезаем блюдца, кружки и турку. На самом деле очень хлопотное дельце, но забегая вперед, скажу, что оно того стоило. Первый слой хорошенько подкрашиваем черным красителем, для того чтобы спрятать обрезанные края всех предметов. Для этих целей я использую состав под названием Crystal Epoxy от Artline, поскольку слой заливки небольшой, а высыхает этот состав за сутки, что очень удобно в послойной заливке. Затем в черную смолу раскладываем всю композицию. Именно за счет этого получится добиться эффекта, будто все это утоплено в столешницу и появляется из темноты. Между всеми этими этапами частенько приходится делать паузы и ждать, пока предыдущий слой высохнет. Именно тогда появляется свободное время, которое я люблю проводить с хорошей книгой. А чтобы не перевозить сюда свою бумажную библиотеку, пользуюсь современным электронным ридером PocketBook. Мой ридер PocketBook цветной. Кстати, первый в мире цветной PocketBook с экраном E-Ink Kaleido. Можно загрузить техническую литературу со схемами или, скажем, комиксы. В цвете-то иллюстрации выглядят гораздо интересней. Сравните сами. Чтение с PocketBook может затянуться на целый день, потому что читать с него очень комфортно. Экран не мерцает и не утомляет глаза, в отличие от смартфона, с которого долго не почитаешь. Его мерцающий экран напрягает глаза и может вызвать головную боль. Плюс экран PocketBook не бликует даже на ярком солнце, чего опять же не скажешь про смартфоны и планшеты. С PocketBook очень комфортно читать на улице в ясный день. Заряжать PocketBook надо раз в 2 месяца, а не ежедневно, как смартфоны. PocketBook бывают разные. Кроме цветного
основа есть еще водозащищенные, широкоформатные и другие модели. При заказе на официальном сайте Pocketbook.ru в подарок дают гарантию 3 года и бесплатную доставку по России. Оплата только при получении заказа. Ссылка на сайт Pocketbook.ru в описании, а мы продолжаем. На следующий день смола высохла, и я занимаюсь следующим этапом. Стоит сказать, что столы с подобной заливкой делали и до меня, так что это не моя идея, но она мне очень понравилась и отлично вписывается в бургерную. Следующий этап — это кофейные зерна, корица и бадьян. Кстати, этими наполнителями отлично скрываются косяки и сколы после резки, чем я и занят. Для того, чтобы вся эта красота не уплыла в основной заливке, надо аккуратно пролить ее тонким слоем. Все тем же составом Crystal Epoxy. Этот слой также немного подкрашен черным цветом. В итоге получится добиться очень интересного эффекта. Зерна кофе будут появляться из темноты и выглядеть непонятно и интересно. Когда все зерна хорошенько пролиты смолой, оставляем заливку еще на сутки. И тем временем отправляемся на лесопилку и напиливаем вот такие квадратные квадраты для декора подстолья. Подстолье — это вообще отдельная и очень интересная история, которую я расскажу во второй части этого ролика. И именно от вас зависит, как быстро она выйдет. Лайк, репост и коммент — это лучшая благодарность. Спасибо. Пока мы нарезали квадратные квадраты, смола высохла, и я заливаю следующий слой. Он тонкий и черный. Именно в нем скроется нижний слой кофе и получится максимальный эффект. Как вы видите, кофе уже не уплывает. Именно для этого и делалось столько слоев в несколько подходов. И спустя еще одни сутки уже наконец финальный прозрачный слой. Для него я буду использовать состав под названием Monolith 5. Его можно заливать очень большим объемом и не бояться, что он закипит. Состав очень текучий, и все пузыри выходят самостоятельно. Пользуюсь им очень давно и смело рекомендую. С ним практически невозможно накосячить. Именно поэтому он отлично подходит новичкам в этом деле. В сумму на столешницу ушло 70 кг смолы. Этот проект очень затянулся, поэтому и было решено сделать 2 серии. Вторая, кстати, будет не менее интересной. В ней мы покажем остров уже непосредственно в интерьере и расскажем, где же можно на него посмотреть. Ну и, конечно, займемся изготовлением очень интересного подстолья. Поэтому обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Спасибо за просмотр и добра от топора.